Сейчас ты узнаешь, какой контент объединяет игроков любого проекта, как одно видео может изменить весь канал, и как на ваших глазах произойдет эксперимент с контентом. Представьте видео по GTA RP, что приходит вам в голову? Тулево, фарм, приколы. Может, вы любитель стримов? Конечно, все это подходит под ярлык видео по GTA RP, но главная проблема всех видео — это нацеленность на аудиторию определенного проекта. Зачем смотреть способы заработка на Majestic, если вы играете вообще на другом проекте? У вас там даже и работ таких нету. А что если я вам скажу, что есть категория видео, которая собирает просмотры от игроков сампа до людей, которые вообще перестали играть? Восхождение на самую высокую гору начинается с ее подножья. Получить зрителей и популярность очень сложно, создавая стримы. Не все из нас смотрят подобный формат, да и в эпоху быстрого контента нету времени сидеть по 2 часа на трансляциях. Парадокс заключается в том, что стрим одновременно тяжелый в плане получения популярности, но в то же время самый легкий для получения медиастатуса. Человек решает начать стримить, что может быть проще, чем включить вебку и просто играть, получая донаты, медийку и растущую аудиторию. Только вот осознание, что сидеть перед камерой и молчать 2 часа совершенно не привлекает аудиторию на стрим. Благо для таких стримеров есть сервисы для накрутки, которые за определенную сумму накрутят вам любое количество зрителей. Хватит даже самых дешевых, без чатика. Что мы и можем увидеть у данного стримера. 140 зрителей, а чат абсолютно пустой. И да, я посидел на стриме, чат остался такой же. Контент по нашему проекту делают больше 1000 человек, и мне страшно представить, сколько из них с накрученной аудиторией. Но что действительно интересно смотреть игрокам всех проектов? Видео с админкой. Действительно, устроено все так, что у контента, связанного с админкой, нет ограничений по платформе. Поэтому видео зачастую собирают хорошие просмотры. Нет привязки к конкретной системе какого-либо проекта. Люди, что тут, что там, одинаковые, и также одинаково нарушают и фрикуют. Как я и говорил в одном из прошлых видео, нам нравится, как нарушители получают наказание здесь и сейчас, а не где-то потом после жалобы офлайн. Но так ли компетентны медиа-админы? Взглянем, например, как одно видео может принести просмотры, какие не смогли собрать видео за предыдущие 5 лет. Синсет изначально выпускал видео по другому проекту, а 2 года назад перешел на Majestic. Вначале это никак не отразилось на просмотрах, но потом случилась просадка, и канал с привычных 20 тысяч просел от 1 до 3. Постепенно Саша поднимал просмотры своего канала, пока не случилось 15 мая 2024 года. В этот день вышло видео про админку, которое собрало рекордное количество просмотров для канала в 240 тысяч. Не знаю, ожидал Синсет такого или нет, но принесло ему это по меньшей мере 11 тысяч подписчиков. Если вам интересно, как примерно это выглядит, то взгляните на этот график. Впечатляет, не правда ли? С этого момента Саша поймал свою птицу счастья за хвост, и из последних 8 видео 6 про админку. Разбираться, компетентен ли он в роли админа, я не буду, оставим это настоящим или бывшим администраторам. Сейчас я тебя вытащу. Арсений. Ха, 50. Хорошей игры. Да ё. О, и начал людей просто убивать. Ну, молодец. Хорошо, что тут ЗЗ, он его не убьет. Че, бросили тебя твои армейцы, да? Поднимайся. Хоп, и пропал. Так, что, не надо? Руки вверх поднял. Бля, что я наделал? Мужики, подождите, это я накосячил. Подожди, это я накосячил, я не должен был его поднимать. Я не хочу лезть в РП, пожалуйста, пацаны. Блять, нету, сука, ножа, ну извини тогда, пожалуйста. А я помогу. 212. О, я его разблокировал. Тынь. Ах ты, сука, блять, я же отвлекся. Ой, не надо. Не надо, я тебе сейчас дам, блять, не надо. Но как минимум 2 вещи мы должны понимать. Первое, он не должен быть настоящим админом. Все же это контент с большим охватом, который привлекает игроков на проект. А второе, что хороший просмотр данного жанра в том числе держится за счет монополии на контент с админкой. Обычно игрок на админке не может записывать админ будней и тому подобное. И такое ограничение дает эксклюзивность контента для наших медиа-админов. Пересчитать их можно по пальцам одной руки. Мирчик, хоть и с админкой, но по назначению ей не пользуется. Олежа 77 админ, но видео с админ буднями также не выходит. Остается Синсет и следующий герой, которого мы рассмотрим. Упадет ли интерес к данному контенту со временем? Не знаю. Все же нет ничего вечного. Однако нулевая конкуренция – хороший буст. Филанд.
С точки зрения его законности и титула медиа-админа вопросов нету. Он изначально был администратором. Его видео смотрится легко, без излишней нагрузки. Местами, конечно же, есть вопросы к его решениям, к тому или иному игроку. Я не пойму, у нас по рельсам дорога уже, что ли, стала проходить? Смотрите, сколько людей здесь катаются. Ладно, как говорится, пусть делают, что хотят. Ладно, добрая моя душа, я его отпускаю безварно, но там по факту, связь с Краймом 100% была. Задержан статью 17.6, сотрудником СПД являюсь, бейджик у меня там что-то где-то висит на уровне паха, можешь глазами своими пробежаться. Пацан, я повелитель твой, запомни это, я твой повелитель. 217. Так, вернулись к гостнику этому. Маску сам снимешь или мне снять? Обратно пристегнуть тебя, короче. Слушайте, вроде он и нормально что-то делает. Они сидели, выпендривались на него. ЛСПД, наведу камеру на тебя, по фотороботу проверю. Адвокат вызывай. Сказано. Куда ты отходишь, алло, ты привязан к батарее. Чему? Ты мои приказы выполняешь теперь, понял? Какие ты приказы? Я не буду, потому что человек оскает его сильно. Я не буду наказывать. Охуеть, спасибо, папаша! По непонятным причинам последние несколько видео он стагнирует в сторону админ-проверок. Хотя со стороны я не увидел резкого скачка просмотров на таких видео. Даже сами зрители начали подмечать данный факт. Но если видео хорошо собирают, зачем что-то менять? Если хорошо подумать, по сути создавать видео данного формата не так уж и тяжело. Нужно просто сесть, включить запись и поиграть несколько часов. Остальное за тебя сделают игроки. Остается только смонтировать, заказать превью и залить на YouTube. Поэтому видео и выходит каждые 2-3 дня. Что остается загадкой для меня, почему люди до сих пор смотрят «Пути бомжа». Косвенно мы затрагивали эту тему также в другом видео, но до сих пор ничего не изменилось. Открытие нового сервера или сезонный пропуск служит стартом для загрузки тонны видео по темам «Лучший старт на Маджестике» и «Путь с нуля» на новом сервере. Тут, пожалуй, оставлю вот этот комментарий. Серьезно, зрители готовы потреблять это в неограниченных количествах. Я понимаю, что это неплохое пособие для новичков, но смотрят это давно не новички. Как бы не было грустно, соглашусь с комментарием Логана Флетчера. Эта рубрика приводит довольно большое количество людей на проект, набирает довольно большое количество просмотров. И опять-таки, если люди это смотрят, зачем что-то менять? Особенно мне нравится комментарий под данными видео. Так ли честно снимают эти видео? Без доната и медиа-привилегий. Здорово, легенды, наконец-то вышел новый сервер на Majestic RP. Именно на нем я захотел открыть новую рубрику, а именно «Путь с нуля до 150 кк». И без доната. Че без доната? без доната, медиа бонусов и подобных привилегий. Без медиа статуса? Медиа бонусов, донатов и без медиа бонусов. Да, тут спору нет. Не знаю, зачем некоторые люди придумывают, что там все равно все с донатом, админ помогает и тому подобное. А вот плюшки с сезонного пропуска — это законно. Начал ты такой путь с нуля, выполнил пару заданий, прошел квест новичка, опа, уже 300к налутал с кейсов и прочей шняги. Если вы слышите это, вы либо мой подписчик, либо вас заинтересовало видео. Прошу, не кидайтесь в меня какашками. Я предлагаю провести вам эксперимент на ваших глазах. Я взял полностью украденную идею вообще с сампа и записал видео настоящего бомжа. Только на мусорках, без пропуска, без работ, без пособий. Да я даже арендой транспорта не пользовался. И в следующую пятницу выйдет это видео. Я не собираюсь серийно снимать данный контент. Я презираю пути с нуля. Но мы наглядно можем посмотреть. Если видео залетит, все мои слова чистая правда. Если нет, я просто клоун.